Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно фарма материалов, точнее данных для открытия ветки инженеров Одиссеи, то есть комбезики, то есть пушечки, и речь пойдет именно про планы обороны поселения. Это просто легендарный дроп, очень редкие данные, которые, чтобы получить, нужно чуть ли не кланяться перед Брабаном. Ну реально, падают они не то чтобы рандомно, прям страшно. Фарм-то я вам записал. Но поверьте, за полгода в Одиссее у меня была лишь только одна единица, которую я получил совершенно случайно. Но для вас я подготовил данное видео, чтобы таких проблем у вас не было и могли это сделать относительно быстро. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Нам нужна абсолютно любая система. Как я понял, это не зависит от ее состояния, населения, появляется абсолютно рандомно. В системе нам нужно будет подлететь к планете и сделать полное ее сканирование. После чего вылезет следующий сигнал. Называется он нестандартные метки, уровень 0, 1, 2, 3, я фармил на вторых и третьих. И нужно лететь туда. Но обязательно, чтобы там было следующее. Нам нужно, чтобы рядом с контейнерами, в которых находятся различные материалы в ящиках, которые вскрываются, был дрон. Будет ли он находиться там, где 3 таких контейнера, не знаю точно. Летал, смотрел, обычно попадались там, где именно 2 контейнера. У этого дрона имеется панель для скачивания данных. Но, если тут будет ТРП, сразу разворачивайтесь. Это не то, что вам нужно. Нужно именно вот это вот дело. В плане того, что будет падать. Баллистические данные, журнал обслуживания, журналы наблюдения, история конфликта, маршруты патрулирования, производственные инструкции, руководство по эксплуатации, черный список. Но сами планы обороны поселения, естественно, тут тоже будут падать, но с низким шансом получения. На Вики там есть информация, то, что 1 там из 10 раз вам выпадет. Я на стриме, который был вот недавно, вчера, получается, для вас, выявил некую статистику. Она, конечно, приблизительная, но получилось то, что 1 к 7,3 шанс получения. Я потратил на это довольно много времени. Этот фарм будет очень унылый, и работает он через релок. Наша задача приехать сюда на ТРП, желательно. Корабль можно будет, в принципе, отпустить, я даже думаю. Что нужно? Подойти сюда и начать скачивание. Вот, допустим, журнал наблюдений, я нажимаю скачивать, все. После чего делаю релок, внимание, на рабочий стол. Если сделаете в главное меню, работать не будет. Но поскольку тут есть уровень опасности, сюда будет прилетать непись. От 4 до 5 человек здесь будет находиться, и потом еще столько же прилетит сюда на корабле. Вы можете их отстреливать с ТРП. Вы можете их отстреливать вручную. Это, конечно, все прекрасно, все очень интересно, но как делал я? Я вставал вплотную к данному дрону, садился на картаны и просто-напросто скачивал то, что меня интересует. И если этого вообще не было, то я забивал на скачивание ненужных мне вещей и просто-напросто делал релок. Скачивал я только лишь, наверное, баллистические данные, производственные инструкции и, собственно, планы обороны поселения. Ушло у меня на это дело, часа 3-4. Но шанс у всех разный. У ребят, которые полетели сюда со мной, каждый 3-й заход, у одного, по крайней мере, был тот самый план обороны поселения. Еще момент. Сколько будет держаться данный сигнал? Не совсем тоже понятно, потому что первый, который я фармил на стриме, выдержал 20, 21 или 19 заходов, потом он просто-напросто исчез, когда я сделал релок. То есть там было уже непосредственно пусто. Потом полетел в следующий, и уже улетел с него на стриме, занимался своими делами, открывал НЖ и прочее. И сейчас после стрима я вернулся, и он на том же месте, там же, где эти гейзеры, и все прекрасно работает. Сколько вы убьете времени, ребят? Готовьтесь, реально готовьтесь. Это еще более нудно, чем фарм промышленных материалов через высокоуровневые сигналы. Но это делается 1 раз, чтобы
получить доступ к инженеру и последующим инжам, которым он открывает доступ. Корабль, если можете, берите маленького размера, тот же ДБЕ, тот же Diamondback Explorer, ну что вам удобно. Фантом, ну, большеват, садиться будет, возможно, неудобно. ТРП нам нужно, чтобы мы могли сохранить свои данные и скинуть их туда. Потому что, если, скажем, вы их нафармите в общей сложности 5 единиц, они у вас останутся в скафандре, и вас грохнут, поверьте, гореть у вас будет очень сильно. Каждый раз, как собираете, заходите в ТРП, потом выходите из него, вставайте также в позу на картаны у этого разбитого дрона. Релог, повтор, релог, повтор. Еще, конечно же, их можно фармить в наземных поселениях Одиссеи, но не рекомендую, это будет очень долго. Нужно будет пробраться до различных всех этих панелей с данными, в основном это находится в командных центрах, и так делать кругами. Это гораздо дольше, нежели вот этот прикол с этим дроном. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые для вас отснял, друзья. И там уже получается свыше 550 видео на различные темы. Также многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 22 различных плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, реобзоры кораблей с инженерами, ручное вооружение, корабельные вооружения, скафандры, комбинезоны, как все это инженерить, как все это улучшать, как собирать различные фиты, различные топ-советов под различные задачи и прочее, 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 прочее. Но общая информация все-таки находится в одном большом плейлисте. Еще его весь не разобрал. Это примерно, наверное, 1/5. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся, у нас там уже 4 или 5 систем. Если хотите принять в этом участие, то вам в описании под видео, в Discord, там вся подробная информация. О вступлении и нахождении в эскадре. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.